Сегодня я расскажу вам о подвигах Джона Сноу. Нет, не этого Джона Сноу. Вот этого Джона Сноу, настоящего героя. Важное предупреждение. Я знаю, что многие из вас смотрят мои видео за завтраком или за обедом, или за чашечкой кофе. Может быть, сегодня вам лучше отступить от этой традиции. Я настоятельно рекомендую вам сначала доесть, а потом уже вернуться к этой лекции. Потому что мой сегодняшний рассказ будет очень плотно связан с диареей. Наш герой вырос в полнейшей нищете и сцепленной с ней антисанитарии. Он был первым из 9 детей бедного рабочего. С детских лет Джон продемонстрировал большие способности к учебе, особенно к математике. И его мать решила, что она не позволит талантам сына пропасть. И настояла, чтобы полученное ею небольшое наследство пошло на образование Джона. В 14 лет он становится помощником врача. А в 1832, когда ему было 18 лет, Джон впервые столкнется с главным врагом своей жизни – с холерой. Если вы помните мой старый ролик о годе без лета, то вы уже в курсе, что холера появилась в Индии и долго издевалась исключительно над этим субконтинентом. Но в 1817 году холере впервые удалось перевалить Гималаи и стать пандемией. Она поразила Турцию и Персию, пропахала через Китай, Индонезию и Корею и достигла Японии. В Индии погибло сотни тысяч индийцев и 10 тысяч британских колонизаторов. Но саму Великобританию первая холерная пандемия не затронула, что, разумеется, позволило тогдашним шовинистам встать в пятую позицию и рассказать всему миру о превосходстве британского образа жизни. Однако долго это не продлилось. Летом 1831 началась вторая пандемия, и корабли привезли холеру на самодовольные острова. Эпидемия длилась до конца 1833 года, собрав урожай из более чем 20 тысяч жертв в Англии и Уэльсе. В одном только Лондоне погибло 6536 человек. Холера – это не настолько опасная болезнь, как, к примеру, чума или оспа, или даже некоторые штаммы гриппа. Без лечения смертность от холеры составляет примерно 50%, что тоже очень много, не сочтите, что я преуменьшаю опасность холеры. Сейчас холера лечится, в принципе, очень хорошо. Теперь у нас есть антибиотики и вакцины, но вы все еще можете от нее умереть. Тогда ничего этого не было. Холера была страшным бичом больших городов. Болезнь вызывается бактерией, холерным вибрионом, который, размножаясь на стенках кишечника, выделяет токсин. Этот токсин заставляет клетки с огромной скоростью выделять воду. Есть версия, что само название холера происходит от греческого слова, означавшего «водосточная труба», потому что больной превращается в водосточную трубу, из которой хлещет жидкость. Болезнь начинается внезапно, с боли в животе, которые дополняются рвотой и поносом. Стул быстро становится жидким и белесым, как рисовый отвар. Это из вас вылетают клочки отмирающего эпителия тонкого кишечника. Такая резкая потеря жидкости в организме приводит к тому, что кровь у больного становится густой и вязкой. Начинается множественный отказ органов, и человек умирает, даже трудно сказать от чего. Больного можно спасти, восстанавливая количество жидкости в организме, то есть давая ему много питья. Но, к сожалению, это не совсем так прямолинейно, просто пить воду недостаточно. Вместе с водой человек терял натрий, без которого невозможна продукция плазмы крови. Сейчас мы все знаем, что нужно не просто пить, а восстанавливать солевой баланс. Но тогда знать точно этого никакие врачи не могли. Но были интуитивные догадки. Врач Уильям Стивенс во время эпидемии холеры поил своих пациентов в лондонской тюрьме соленой водой. Число скончавшихся у него составило всего 4%, о чем он доложил в журнале. Но в научных кругах Стивенса обозвали шарлатаном.
В отличие от свинины и сельди, ерничал один из его противников, засолка больных не слишком способствует продлению срока их жизни. Потому что остроумно осмеять можно любую, даже правильную идею. А медицинские дискуссии в печати были в те годы в Великобритании просто национальным видом спорта. И споры по поводу холеры, ее происхождения, заразности и лечения не утихали с первой вспышки. Как лечить холеру, тогда никто не знал, что сами доктора признавали с удивительной честностью. Фактически лауданум был единственным рекомендованным лекарством. Лауданум, спиртовая настойка опиума, вообще в те годы был чуть ли не единственным реально работающим медикаментом. И его прописывали от всего, от холеры тоже. Что, кстати, имело смысл, поскольку опиум не только обезболивал и облегчал общее состояние больного, а холера – это мучительная болезнь, но опиум, к тому же, вызывает запор. Профилактика заболевания была отдельной огромной проблемой. Врачей ставил в тупик способ, которым холера распространялась. Очевидно было, что это не подагра, болезнь приходит вспышками, затрагивающими большое количество людей в одном месте. Это инфекционная болезнь. Но в отличие, к примеру, от той же оспы, холера, по всей видимости, не заражала гарантированно всех, кто находился рядом с больным. К примеру, сами врачи, даже те, кто ездил на эпидемии и постоянно общался с больными, от них вроде бы не заражались. При этом внезапно заболевали люди, не имевшие никакого контакта с холерными больными. И даже в одном месте, в одном городском районе, холера могла выкосить целые семьи, а другие семьи, жившие в том же самом многоквартирном доме, оставались незатронутыми. Это была огромная загадка. Дело было, как вы понимаете, до распространения микробной теории болезней. Люди не знали о микробах. Точнее, они знали, что какие-то микроскопические организмы существуют, но не догадывались о их роли в болезнях. Подавляющее большинство образованной публики примыкало к теории миазмов, которую сейчас очень плохо понимают и часто совершенно напрасно над ней смеются. Нам с нашей голубятни, наших знаний, кажется смешным, что врачи викторианской Англии верили, что болезни вызываются испорченным воздухом. Но теория миазмов, хоть и оказалась ошибочной, но ни глупой, ни противоречащей экспериментальным и вообще эмпирическим данным, доступным в тот момент, она не была. Фактически теория миазмов заключалась в том, что инфекционные болезни – это массовые отравления. То есть болезнь не существо, как мы убеждены сейчас, а вещество. К примеру, холеру вызывал холерин, а туберкулез – туберкулин. Это были такие органические яды, которые химическим образом возникали в местах, где гнили и разлагались органические отходы, к примеру, на помойках и в канализациях. И в газообразном или капельном состоянии распространялись оттуда по воздуху. И если человек входил в облако отравленного этими ядами воздуха, он заболевал соответствующей болезнью. Вонь означала болезнь, что прекрасно подтверждалось всем доступным опытом человечества. Если жить в помойке и не мыться, есть огромная вероятность заболеть. Чем дальше от помойки жил человек, тем меньше была вероятность, что он подхватит какую-нибудь заразу. Имелись, правда, буквально несколько болезней, которые не вписывались в теорию миазмов. К примеру, бешенство или сифилис. Вообще, венерические болезни были отлично изучены, и врачи прекрасно понимали, что не по воздуху они передаются. Поэтому существовала альтернативная теория, гипотеза заражения при контакте, что болезнь каким-то образом передается от человека к человеку или от животного к человеку через контакт. И это была вполне авторитетная альтернативная теория, просто она казалась неполной, не описывающей все инфекционные болезни. Холеру, к примеру, теория заражения не объясняла. Вы не можете заразиться холерой от прикосновения. Многие медики и ученые
считали гипотезу заражения человека к человеку каким-то средневековым пережитком, суеверием, как с глаз. Если микробов не существует, то как, прости господи, болезнь передается через контакт? Магией? Колдун прикоснулся к человеку, и он стал чахнуть? Какой-то антинаучный бред. Поэтому наш герой Джон Сноу в начале своей карьеры, как все нормальные умные люди, примыкал к теории миазмов. Но его мнение начинает постепенно меняться, благодаря его уникальному клиническому опыту. Во время второй пандемии в начале 30-х 18-летний помощник врача Сноу пытался помочь пораженному холерой угледобывающему городку в районе Ньюкасла. Шахтеры работали в ужасающих условиях. Они иногда днями не поднимались из шахт. И тем не менее холера умудрилась добраться и до них, под землю. И Сноу не понимал, как миазмы холеры смогли проникнуть в эти кошмарные темные норы, куда едва доходит воздух с поверхности Земли. Он также задавался вопросом, почему, если миазмы холеры проникают в организм с дыханием, симптомы начинаются в желудочно-кишечном тракте? Почему не в горле, не в носу, не в легких? Он пока не может ответить на эти вопросы. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. В 1836-м исполняется его заветная мечта. Он поступает в медицинский колледж в Лондоне, куда он приходит пешком, у него нет даже денег на дилижанс. Джон Сноу получает медицинский диплом за год. И на следующий год он уже врач в Вестминстерской больнице. В 1844-м он закончит университет и получит докторскую степень. Мальчишка из низов совершит впечатляющий социальный скачок. Он откроет свою частную практику в Лондоне. Его кабинет находится в отличном престижном районе, в 5 минутах ходьбы от Голден-сквер. В тот момент он не догадывается, что 10 лет не пройдет, как Золотая площадь превратится в глазах лондонцев в филиал ада и синонимом смертного приговора. А лично для него это будет билет в бессмертие. А пока что он увлечен новейшим медицинским открытием – общей анестезией. Уже на следующий год, после того, как в октябре 1846-го американский дантист Уильям Мортон произвел революцию в хирургии, впервые продемонстрировав применение эфира, доктор Сноу опубликует свою первую работу по анестезии. Все свободное от приемов больных время он посвящает экспериментам. Он устроил в своем доме целый зоопарк из подопытных животных, на которых он испытывал различные дозы эфира и хлороформа. На себе он тоже их испытывал, и поэтому дожил только до 45 лет. Поначалу общая анестезия была довольно опасной. Эфир и хлороформ действуют на людей по-разному. Некоторые люди упорно не засыпали, другие просыпались посреди операции, третьи не просыпались вообще. И доктор Сноу разрабатывает способы точного администрирования минимальных доз, не просто наливая эфир на платок, а делая это через ингалятор. К нему начали обращаться самые знатные пациенты. Доктор Сноу давал хлороформ королеве Виктории при ее 8 и 9 родах, что сделало родовую анестезию всеми принятой в Англии, а его самым известным анестезиологом в стране. Но холера не позволила Джону Сноу почивать на лаврах. В 1848-м начинается третья пандемия, и главный анестезиолог Лондона бросается в бой со своим давним врагом. Я надеюсь, что вы последовали моему совету и допили свой кофе, потому что сейчас мы углубимся в выгребные ямы Лондона. В этот раз городское начальство вроде бы уже было морально готово к тому, что холера может вернуться, и попыталось принять предупредительные меры. Лондон к середине XIX века стал самым большим городом мира, где жило почти 2,5 миллиона жителей. Большая часть их жила в кошмарной тесноте и антисанитарии. Из-за промышленной революции население Лондона выросло очень быстро, и старая инфраструктура города не справлялась с таким количеством новых обитателей. И когда я говорю «инфраструктура», я имею в виду канализация.
Не то чтобы в Лондоне в то время не было вообще канализации, она была. Люди были даже знакомы со сливными туалетами, практически современного дизайна. Правда, они были привилегией для самых богатых. Люди меньшего достатка пользовались земляными туалетами. Это примерно то же самое, но из бачка вываливается сухая земля. Сеть канализационных каналов под городом отводила жидкие и полужидкие отходы к ближайшей реке. И это была грязнуха Темза. Но многие старые кварталы города все еще не имели связи с канализационной системой. У людей были просто выгребные ямы под подвалами или рядом с домами, куда сливались все отходы от людей и животных. А потом это никуда не девалось, оно там просто копилось. Точнее, можно было нанять золотарей, ассенизаторов, чтобы они их вычерпали и увезли. Но учитывая, что огромное количество лондонцев тогда уже живет в съемном жилье, и хозяева этого жилья не очень беспокоятся об удобстве своих квартиросъемщиков, состояние выгребных ям в городе было ужасающим. Один инженер, которого наняли отремонтировать 2 дома в 1840-х годах, описывает их состояние. «Я обнаружил, что немалая часть подвалов обоих домов заполнена ночным золотом». Так элегантно называли экскременты, потому что золотари работали по ночам и получали немалые деньги. Поднявшимся на высоту 3 футов, оно явно накапливалось там не 1 год. Пройдя через коридор первого дома, я обнаружил, что двор сплошь покрыт ночным золотом и с переполненной уборной. Высота его составляет 6 дюймов, и по двору разложены кирпичи, чтобы жители дома могли ходить, не запачкав ног. И это было довольно типичное состояние дел. Периодически в подвалах скапливалось столько выделяемого всем этим метана, что от неосторожной искры происходили взрывы, и целые дома взлетали на воздух. Кстати, резкий рост популярности сливных унитазов лишь усилил кризис. Содержимое большинства унитазов сливалось в те же выгребные ямы, из-за чего они переполнялись еще быстрее. После дождей нечистоты свободно текли по лондонским улицам. Короче говоря, зловоние в городе, особенно в самых теснонаселенных кварталах, было хоть топор вешай. Поэтому периодические эпидемии не только холеры, но и тифа, и дизентерии никого, собственно, не удивляли. Они вполне укладывались в теорию миазмов. С вонью надо было что-то делать. И когда началась очередная холера, был издан закон о предотвращении болезней, потребовавший избавиться от всех вонючих выгребных ям в городе. И за несколько лет лондонцы уничтожили десятки тысяч выгребных ям во дворах и в подвалах. И этим жителей принудили сливать отходы в канализацию, которая несла их в Темзу, откуда город брал питьевую воду. Вы сейчас, должно быть, думаете, они что, свихнулись? Сливать канализацию в источник питьевой воды. Они совсем тупые, да? Но с точки зрения теории миазмов это было совершенно логично. Слушайте, холера – это ядовитое вещество, которое может испаряться с поверхности выгребной ямы и распространяться по воздуху, убивая людей. Соответственно, если этих поверхностей испарения нет очагов распространения холеры. И если вы всю эту дрянь спускаете в большую полноводную реку, постоянно питаемую чистыми источниками, яд в ней разводится до пренебрежимо малой концентрации, не опасной для здоровья. Потому что болезнь – это не существо, а вещество. Она не может размножаться, она теряет концентрацию в воде. И это была железная логика закона о борьбе с инфекционными заболеваниями 1948 года, который вылился в катастрофический эффект кобры. Следующая вспышка холеры в Лондоне начнется буквально через 3 года. В 1848 году Джону Сноу было 35 лет. Он уважаемый практикующий врач и ведущий специалист-анестезиолог. Но он бросается на борьбу с холерой в первых рядах. Его уже давно не удовлетворяет теория миазмов. Он сомневается, что холера передается по воздуху.
и подозревает, что холерный патоген, чем бы он там ни был, попадает в организм через рот и обосновывается в пищеварительном тракте. И питьевая вода в его глазах становится главным подозреваемым. Сноу описывает вопиющий случай, когда на одной лондонской улице один ряд домов брал воду из колодца, находившегося ниже по улице, то есть имея в виду санитарную обстановочку, вниз по течению экскрементов. А противоположный ряд домов брал воду из другого колодца, находившегося выше по течению. Все жители первой группы заболели холерой, и только один житель второй группы. И доктор Сноу начинает описывать холеру как саморазмножающийся яд, находящийся в воде загаженной канализацией. В 1849 году он опубликовал памфлет о путях передачи холеры, где предположил, что болезнь передается через фекалии больных, попадающие в источники питьевой воды. Но этот отчет не показался убедительным его коллегам. Никто же не спорил, что грязная вода вредна, потому что она выделяет миазмы. Идея Сноу была абсолютно революционной, и она требовала лучшего эмпирического подтверждения, чем несколько домов в лондонских трущобах. Но, к счастью для него и истории медицины, и к несчастью для 10 тысяч лондонцев, новая вспышка холеры не заставила себя ждать. 1853 год предоставит нашему герою огромное поле исследования и огромную статистику. В тот раз холера поставила в тупик даже самых упортых приверженцев теории миазмов. Вместо того, чтобы, как обычно, концентрироваться в самых нищих и грязных перенаселенных районах города, она начала внезапно вспыхивать где попало, не глядя на сословные границы. Самые нищие районы оказывались не затронуты. При этом умирали люди из высшего слоя общества. Казалось, что все лондонцы играют в какую-то жуткую американскую рулетку. И тем не менее закономерности, если вы достаточно внимательно смотрели, имелись. Доктор Сноу обратил внимание, что статистика смертей коррелирует с тем, у какой компании жители этих районов получают воду, потому что в тот момент в дома горожан уже подавалась вода. Две компании – Southwark, Ворсхилл и Ламберт – снабжали большую часть Южного Лондона, сильнее всего затронутого эпидемией. Доктор Сноу оббегает весь Южный Лондон, стучась в двери и опрашивая жителей, воду какой компании они пьют и сколько родственников у них умерло. И в результате этой кошмарной работы он обнаружит, что те, кто получал воду у компании Southwark, в 14 раз чаще умирали от холеры, чем те, кто получал воду у Ламберта. Откуда бралась такая жуткая разница? А оттуда, что компания Ламберт, ужаснувшись тому, во что превращаются воды Темзы в последние несколько лет, недавно перенесла свой водозабор выше по течению. Гораздо выше того места, куда Лондон сбрасывал канализацию. Казалось бы, каких еще доказательств вам нужно? Но нет, отчеты снова все еще не могли сломить убежденности большинства докторов в том, что связь статистики заболеваний с водой – это только случайность, и холера передается через миазмы. На той же самой статистике, которой пользовался Сноу, другой врач, Вильям Фарр, одновременно выдвинет гипотезу, что вероятность заболевания холерой зависит от того, на какой высоте над уровнем моря и, соответственно, как далеко от вонючей Темзы вы живете. Потому что так случайно получилось, что люди, обслуживаемые Southwark и Ворсхилл, жили по преимуществу ближе к Темзе, а те, кого снабжал Ламберт, жили в пригородах. Статистика – это очень опасная вещь. Доктору Сноу нужно было найти такой изолированный случай, который нельзя будет подогнать под теорию миазмов. И он это сделал, когда холера буквально подобралась к его порогу. Холера 1853-54 годов в Лондоне не была одной массовой эпидемией, а скорее рядом локальных. И в августе в Сохо, в районе, где жил и работал доктор Сноу, началась очень сильная вспышка, сконцентрированная вокруг Голден-сквер.
Сохо был в 4 раза плотнее заселен, чем современный Манхэттен. Это не был самый бедный район. Это был, так сказать, богемно-предпринимательский район. И в начале сентября Сохо накрыло. За 3 дня умерло 127 человек. И к 10 сентября умерло уже 500. 3/4 жителей бежали, закрыв свои лавки и магазины. Джон Сноу знал этот район как свои 5 пальцев. Он знал, что большинство жителей берут питьевую воду не из кранов, а предпочитают брать ее из колонок, не соединенных с городской сетью подачи воды. И он спешно берет на анализ воду из местных гидрантов и не обнаруживает в ней ничего интересного. Эта вода действительно кажется более чистой, чем речная. Потому что никто же не отрицал, что грязная вода вредна для организма. Масса специалистов и любителей уже полюбовались на воду из Темзы в микроскоп и потом опубликовали свои кошмарненькие рисунки, увиденного в научных журналах. Никто не хотел пить грязную воду из реки, все хотели пить чистую воду, и поэтому предпочитали колонки на артезианских скважинах, вода в которых на вид, даже в микроскоп, была чище. Увидеть возбудителя болезней и понять, что это возбудитель болезни, это не одно и то же. Холерный вибрион к тому времени был уже описан Феликсом Архимедом Пуше в 1849 году. Ученые видели в микроскопы возбудителей болезней, но они считали, что эти козявки живут в грязной воде из стули больных, потому что им там нравится, что они следствие, а не причина болезни. Найти правильное направление причинно-следственной связи не так легко, как кажется. Идея, что болезни вызываются живущими в людях крошечными зверушками, казалась горячечным бредом. И Джон Сноу возвращается к своему излюбленному методу, к статистике. И в этот раз он сделает карту района, на которой разобьет территорию на секторы, в зависимости от того, какой из водонапорных колонок жители ходили за водой, а потом нанесет поверх статистику смертей. Он создаст прототип той знаменитой карты, которая красуется сейчас во всех статьях о нем. Карту, которая наглядно и вопиюще показала, что чем ближе люди жили к одной единственной колонке на Брод-стрит, тем выше были у них шансы умереть от холеры. Но это было еще не все. Мы это все уже проходили. Мы уже знаем все возражения. Ну, потому что в этом районе было больше миазмов, а вода тут ни при чем. Но Джон Сноу был великим человеком, потому что он нашел на своей карте исключения, подтверждающие правила. Первый из них – работный дом, находившийся недалеко от подозреваемой колонки. Там жило 535 человек, но умерло только 5. Вместо 2/3 людей, как повсюду вокруг. И это работный дом, эпицентр скученности, нищеты, антисанитарии и миазмов. С чего бы такое благополучие? А с того, что у них во дворе был собственный колодец. А совсем рядом была пивоварня, чьи работники казались вообще неуязвимы для холеры, ни одного случая заболевания. Снова опросил тамошнее начальство, где они берут воду для рабочих, и те очень удивились. Воду. Работники в прямом смысле слова пили только пиво. У них был дневной паёк, предоставляемый компанией. И никто из них не заразился. Зато пожилая дама и ее дочь, жившие довольно далеко, умерли, потому что ее сыновья заботливо приносили ей чистую воду с Брод-стрит каждую неделю. А старухи, жившие одни, продемонстрировали потрясающую устойчивость к болезни. Но не потому, что они были морально и физически чище, а потому что некому было принести им водицы с Брод-стрит. Стоять у водоколонки было по преимуществу обязанностью детей. Никакая теория миазмов не могла объяснить этой статистики. 7 сентября Джон Сноу появится на заседании местного церковного прихода и вежливо, но настойчиво порекомендует закрыть чертову колонку, пока она не угробила еще 100 людей. Не то чтобы он сразу всех убедил, но население было уже порядком деморализовано, и правление приказало снять ручку с колонки на Брод-стрит. И нет, эпидемия в Лондоне не прекратилась на то же утро. Но на следующем неделе количество заболеваний постепенно начало снижаться.
Сам Джон Сноу признавал, что невозможно сказать, помогла ли дезактивация колонки, или холера сама собой пошла на убыль, потому что пик заболеваемости миновал. Когда эпидемия миновала и жертвы были окончательно подытожены, цифры шокировали даже видавших виды людей. Почти 700 человек, живших в 250 ярдах от колонки на Брод-стрит, умерли в течение 2 недель. Из 45 домов, находившихся во всех направлениях от перекрестка между Брод-стрит и Кембридж-стрит, лишь в 4 никого не похоронили. Отдельным квестом было еще понять, с чего ради артезианская вода, независимая от городского водоснабжения, стала вдруг источником заразы. Это уже сделал не Джон Сноу, а местный молодой викарий Генри Уайтхед. Тогда у него еще не было бороды. И он энергично пытался доказать, что гипотеза доктора Сноу абсурдна и возводит поклеп на их любимый чистый колодец. В результате Уайтхед не только переубедил самого себя, но и обнаружил, как мы сейчас говорим, нулевого пациента. Им была маленькая девочка из дома номер 40, вот он на карте, заболевшая в самом конце августа. Ее мать стирала пеленки и сливала воду в старую выгребную яму, расположенную всего в 3 футах от колонки на Брод-стрит. Стенки этой выгребной ямы уже начали разрушаться, и оттуда вода с вибрионами холеры просачивалась в почву, а из нее в воду колодца. Доктор Сноу опубликует 2-е издание о путях передачи холеры. В этот раз он пишет целую книгу, где опишет все свои наблюдения. Но смена парадигм не случится до следующей эпидемии в 1866 году, когда заподозренную в распространении заразы East London Water Company заставят сменить место водозабора. И это возымеет настолько очевидный эффект, что теория Сноу о передаче холеры по воде станет доминирующей. В Лондоне больше не повторится вспышек холеры. К этому моменту микробная теория болезней начинает побеждать теорию миазмов. Но Джон Сноу уже не увидит результатов своих усилий. Он умрет в 1858 в возрасте 45 лет, с органами, изъеденными многочисленными экспериментальными анестетиками, которые он пробовал на себе. Доктор, выбившийся из низов, добившийся почета и финансового благополучия, но вместо того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, день за днем стучавшийся в двери отчаявшегося города посредине страшной эпидемии, не доверявший собственным глазам, заставивший говорить цифры. Он сражался не только с холерой, но и с косностью устоявшейся научной парадигмы. Неизвестно, который из чудовищ страшнее. И он победил. Так что, когда будете выбирать костюм на этот Хэллоуин, выбирайте правильного Джона Сноу. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание и всего доброго. Ах да, реклама моих других проектов. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки, а на 2-м уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.